Всех приветствую на своем канале, с вами Дикий Лось. И сегодня я выполнил челлендж по строгим подтягиваниям, он же золотой стандарт от Алексея Шредера. Немного о технике подтягиваний по золотому стандарту. Когда мы взялись за перекладину, перебирать руки, перехватываться во время подтягиваний запрещается. Как взялись, так до конца упражнения работаем. При подтягивании дотрагиваемся шеей до перекладины, то есть выше, чем обычно делаем за подбородок. Голова также находится прямо, не забрасываем ее вверх. Ноги наши соединены вместе, в коленях сгибать нельзя. В нижней точке делаем секундную мини-паузу для того, чтобы выпрямить наши локтевые суставы. Для меня такой вид подтягиваний очень непривычен. В основном они применяются в полиатлоне. Наверняка вы видели ребят, которые подтягиваются 105 раз, 130 раз. Это связано с дыханием, с определенной техникой и даже со структурой мышечных волокон. Я привык работать в более быстром темпе и развивать взрывную силу, взрывную выносливость. Это немного другие подтягивания для меня, так же как и мои подтягивания для них будут немного сложные, так как там определенный быстрый темп. Такие подтягивания, конечно, урезают общее число от ваших действительных подтягиваний. Если вы делали примерно раз 30, я уверен, что больше 20 вряд ли получится у вас вытянуть. Мой результат в обычных подтягиваниях где-то 50-55 раз, в зависимости от восстановленности организма. Но здесь в таком стиле тяжело сделать даже 35. Хотя в прошлом году на соревнованиях в МЧС я занял первое место и подтянулся 45 раз. Ну, это соревнования, адреналин, и
все такое. Безусловно, это сложные, строгие подтягивания, но я в жизни сталкивался еще с более строгими, сложными подтягиваниями на соревнованиях в учебном заведении, когда учился. Были вот такие подтягивания, считали вот так. Фиксация вверху секундная, секундная фиксация внизу. Вверху, внизу. Вверху, внизу. Также своеобразные подтягивания, не знаю, зачем они нужны. Конечно, можно их включать в свою тренировку для разнообразия. На мой взгляд, такие строгие подтягивания не приживутся на соревнованиях. Потому что подтягивание, воркаут в частности, это не олимпийский вид спорта, и здесь нет конкретного вида подтягиваний. Есть только конкретные рамки, по которым нужно выполнять упражнения. Занести подбородок за перекладину и выпрямить локти в нижней фазе. Все. А темп атлета, его техника — это то, что нарабатывалось и оттачивалось годами. Мы работаем на результат, и это главное. Как по мне, разницы нет в строгости подтягиваний, быстро делать или медленно. Если я делаю быстро, но делаю в рамках правил подтягивания, заношу подбородок и выпрямляю руки. Почему, например, я не могу делать быстро? Техника, еще раз повторюсь, это то, что оттачивалось годами. Неподготовленный атлет, он просто не сможет делать с такой скоростью, его расшатает, как маятник. То же самое и в выходах. Например, про заброс головы. Какая разница, забрасываю голову вверх или нет, если я дотягиваю? Я дотянул и опустился. То есть зачем мне обязательно вот так заводить подбородок, если я могу подтягиваться даже до шеи? Так же, как и в выходах, многие атлеты, кто-то делает выходы, смотрит прямо, а кто-то, когда делает, смотрит на перекладину. Это всего лишь просто техника, с которой каждому атлету более или менее комфортно работать. И в этом нет ничего плохого, потому что все делают по технике. Определенно на такие подтягивания приятно смотреть. Их нужно включать в свою программу тренировок для разнообразия. В рамках челленджа я это выполнил, передаю эстафету вам. Пробуйте подтянуться в строгом стиле. Пишите, насколько у вас упали результаты по сравнению с вашими обычными подтягиваниями. У меня все. С вами был Дикий Лось. Спасибо за просмотр. Всем пока.